Тверь в советские годы разделила печальную судьбу многих старых русских городов. Ее перезапускали как промышленный центр, хотя о перспективах той промышленности традиционно не думали. Если область безуспешно собиралась как аграрная, то областной центр, носивший имя раннего советского президента Калинина, ориентировался на индустриальные показатели. Несмотря на мощный задел, часть которого эксплуатируется и сегодня, заводы экскаваторов, железнодорожных вагонов, металлоконструкций, Тверь переживает в 90-е типичный постиндустриальный упадок. И только сейчас привычное запустение начинает медленно уступать новой и неожиданно приветливой городской идее – комфортабельному и вполне самостоятельному спутнику столицы в часе езды от вокзала до вокзала. Я здесь родился, здесь я вырос, познал любовь в красоту, как у нас в местной песне поется. Поэтому у меня тут свои какие-то счеты. Город очень сильно тормозил именно по причине близости Москвы. Это же не Магадан, то есть если нам тут не хватало каких-то развлечений или общения, мы просто ехали в Москву. То есть на Сапсане сейчас это занимает где-то 50 минут. То есть это как для многих людей поездка на метро. И из-за этой близости на многое как-то махалось рукой. Прошлым летом произошло какое-то критическое накопление местной, развлекательной, что ли, назовем ее, инфраструктуры. Для человека моей профессии я объясняю, что уже другие города не нужны просто. Я все делаю тут. Для молодых людей они нужны, наверное, чтобы прозвучать, потому что для этого нужно затусоваться, познакомиться в любом случае. Но если ты уже все это сделал, то ты можешь спокойно, совершенно замечательно, прекрасно здесь жить, получать все, что тебе нужно. В последние годы жители Твери с некоторым удивлением обнаружили, что их город вполне пригоден для жизни. Он удачно сочетает в себе преимущества города маленького, но не слишком. Не столичного, но близкого столице. Центр Боголюбский – недавняя, но очень важная точка на культурной карте города. Лекции, кинопоказы, встречи с интересными людьми. Все как полагается. До недавнего времени Тверь был городом, в котором кроме кафе, цирка и кино в культурном плане мало чего можно было человеку найти. А нам бы очень хотелось, чтобы люди могли где-то встречаться, общаться. И вот таким центром общения мы задумали этот центр Боголюбский. Мы живем в очень интересное историческое время. Для нас наступило время возможностей, которых у нас не было раньше. Возможности сказать слово и совершить поступок. И, с одной стороны, это очень вдохновляющее дело, потому что ты понимаешь, что прямо сейчас ты можешь стать началом большой истории. Ты можешь стать не просто наблюдателем, не просто свидетелем, но участником чего-то очень-очень большого. Каковы признаки этого нового времени? Во-первых, те процессы, когда крупные города всасывали в себя все живые силы, они прекратились. И сейчас в этих маленьких городах, уездных городах возникает что-то свое, живое, настоящее. Оно всегда было, тлело. Сейчас оно выходит на поверхность. Открываются новые возможности для общения, открываются возможности влиять на ситуацию, объединяться людям. Люди начинают искать возможности для общения. Люди начинают искать возможности для объединения. Основанием этого объединения может быть что-нибудь очень разное. Это может быть приют для собак, это может быть хоспис, любая благотворительная акция. Пока Тверь медленно преображается, вокруг продолжает жить своей все еще вялой жизнью интереснейшая, важнейшая для русской культурной истории, но пребывающая в плачевном состоянии Тверская область. Тут есть буквально все. От древних церквей и выразительного местного барокко до замысловатых водных красот и нетронутых лесов. С каждым годом туристический поток в потрясающие места вокруг Твери растет. Кажется, тверской туризм – это еще одна потенциальная точка роста. В последние 3 года случился бум туристический в городе. Он был связан вообще с тем, что приезжает много гостей в Тверскую область, не в одну Тверь, конечно. И Тверь оказывается таким передаточным пунктом, куда приезжают и откуда потом начинают двигаться. Кто в Торжок, кто в Старицу. Многие приезжают, уезжают совсем на окраину областную, на Селигер, в Весьегонск. Это тоже такие направления популярные. Возник вообще интерес к внутреннему туризму, интерес к России. Он подогревается социальными сетями. Такой своеобразный спорт. А вы были там в Кукабое, а вы были там, например, на Селигере, на Селигере все были, а в Палтыге, а где-нибудь там в Архангельске, вот на Беломорско-Балтийском канале были, не были? Если были, то вот вы молодец. Нет,
у вас еще нет звезды на фюзеляже. Такая, получается, соревновательность, и она на пользу идет регионам. Все регионы подтягиваются, активно изображают туристически привлекательные места и активно из себя изображают гостеприимство. Такой вот туризм выходного дня, для этого туризма Тверская область подходит очень хорошо. Потому что практически вся территория Тверской области, ну, кроме, может быть, самых крайних уголков, она доступна для поездки, которая начнется в Москве утром в субботу и закончится в Москве же вечером в воскресенье. Туристы хотят заманить туда, где все красиво. Где готовая экоферма, где музей Бабы-Яги какой-нибудь или Кощея Бессмертного, где какие-нибудь ряженые ходят с козлами. А я хочу, чтобы туристы приезжали туда, где как раз нет ни козлов, ни ряженых, а есть первоклассные памятники, например, архитектуры, которые, в общем, находятся в ужасающем состоянии, и о которых никто не знает. И приезжая туда, они побуждали местных по-другому относиться к своей земле, по-другому воспринимать землю, на которой они живут. Не уродовать эти памятники, не ломать их, не делать там варварские ремонты. Вот я считаю, для чего туризм как бы вот должен реально, миссия туризма, внутреннего туризма в Тверской области, и не только в Тверской области. Тверь – пример постепенного осознания своих внутренних ресурсов. Революция сапсанов и ласточек, которая грозила окончательно лишить город производительных сил, обернулась более сложной миграционной картиной. Тверь привлекательна своим растущим качеством жизни и человеческими масштабами города. Люди, которые уехали и вернулись, а самое главное, люди, которым надоело уныние, набрали критическую массу для того, чтобы изменения стали заметны.